Привет, дорогие друзья, это новый Федери Влог. Мы рассказываем о брендах, о бизнесе, о творчестве. Сегодня мы не могли начать новый сезон с какой-то обычной компании. Приехали в Sherp. Sherp – компания, которая производит шерпы, а Sherp – это... отрицающий логику и поэтому получившийся. По деньгам мы ошиблись раз в 30. Мы вынуждены были построить завод. Итак, дорогие друзья, добрый вечер. Мы сейчас находимся на берегу Днепра. Солнце уже село, поэтому я не исключаю, что мы наше интервью закончим в полной темноте. И мы из видео постепенно перейдем в формат радио. Поэтому я хочу представить наших гостей. Влад Школьник, Сергей Самохвалов. И сегодня мы будем говорить о совершенно невероятном проекте, который называется Sherp. Sherp. Скажу вам честно, очень страшно. Sherp – это вездеход, который сейчас покоряет весь мир. В прямом и в переносном смысле. В прямом, потому что он его преодолевает на совершенно разных континентах. И в переносном, потому что все новые и новые страны становятся все новыми и новыми рынками. Мы много говорим о брендах, но то, о чем я не перестаю повторять, что бренд на самом деле людям не нужен. Людям нужен уникальный продукт, который хорошо брендирован. И об этом уникальном продукте мы сегодня поговорим. Влад, первый вопрос к вам. Кто папа идеи Sherp? У вас два основателя, вы два партнера. Кому пришла идея, почему вы этим занимаетесь? Я знаю, что у вас есть другой бизнес, связанный с недвижимостью. Можно предысторию? Еще в советские времена я работал в Сибири. И моя работа как раз состояла в том, что я должен был ходить по болоту и разбираться, что там происходит с газопроводом. Это было очень тяжело. Болот было много в Тюменской области. Желающих ходить по ним было мало. Из-за бедности ни у кого не было американской техники, не было канадской техники, не было гусеничной техники. Люди пытались сделать что-то свое. Они надували 4 здоровенных камеры от КРАЗа, там приделали к ним какой-то моторчик, получался такой каракат, его так и называли каракат. И вся эта штука пыталась ехать по болоту, и у нее как-то получалось. Надежность этого была очень низкая. Потом уже, когда я вернулся в Киев, когда построил свой бизнес, построил достаточно большой холдинг недвижимости, мне стал по ночам север сниться. То есть вот как-то... Я даже иногда думал, что я жалею, что почему я вернулся на большую землю. Там как-то все было очень хорошо у меня. Где-то лет 10 назад я начал ездить несколько раз в год на рыбалке, просто побродяжничать по реке. Ну и тут я уже решил, Стоп, одну минуточку, но бедность закончилась, значит, можно купить хорошие американские или канадские или японские машины и ездить по болоту. И купил их, наверное, разных около десятка. Не для того, чтобы это была коллекция, просто одна не ехала, тонула, вторая не ехала, тонула, третья не ехала, тонула. Я стал искать в интернете и поездил по всяким изобретателям, которые что-то делали, что-то строили. И все, что бы я ни находил, все тоже не ехало. И однажды я приехал к Алексею Горогощану в Питер, так с ним познакомился. У него стоял в гараже такой мусорный бачок на 4 колесах. Мы с ним поехали на болото, и вдруг эта машина стала выделывать такие штуки, в которые просто невозможно было поверить. Я предложил ему продать, он говорит, не продается. Но, говорит, я когда сделаю другую, может быть, тогда. Я ему оставил свой телефон, через какое-то время он мне позвонил, говорит, я сделал другую машину, это могу продать. Эту машину погрузили на грузовик, отправили в Сибирь и поставили, по-моему, у тебя, да, Серега? Ну, у меня я простояла полгода. Я даже боялся на нее садиться. Никто не хотел на нее садиться. Неубедительно выглядел вообще. В одну экспедицию мы ее не взяли. Потом, наконец, в другую экспедицию мы ее взяли, там все наши машины остановились или утонули. А это доехало до конца. Точнее, благодаря этой машине мы, собственно, из той экспедиции без эвакуации выбрались. Да. Это было удивительно. То есть, вообще, глядя на нее, никто не мог подумать, что она едет. И мы решили производить ее, договорились с этим изобретателем петербургским, что мы покупаем у него идею, стали ее развивать. Мы не рассматривали это как бизнес с Серегой, мы просто так. Ну, может быть, да, там для себя, для друзей, какое-то количество продадим. Привезли до 3 инженеров из Харькова в Сибирь, с танкового завода.
Они на нее посмотрели и сказали, 3 седых инженера сказали, эта машина ездить не будет никогда в жизни ни за что. Потом мы на ней их покатали. Но удивлению их не было предела. То есть они потом сказали, что ничего так не ездило, как эта машина. Сережа, а как вы в ней оказались? К тому времени, когда Влад привез чебуратор, Чебуратор. мы уже несколько лет дружили, ездили в экспедиции. Я внутри этой истории с самого начала. This Sherp is hopefully going to give us access to move the more nutritious foods that they may need to be able to survive. This is why we are in Uganda now, to train our drivers and fleet managers how to use this equipment to respond to emergencies. Benefit of Sherp is that it can reach almost anywhere. Когда вы поняли, что вы готовы посвящать этому большое количество времени, инвестировать в это деньги и из этого делать какой-то большой проект? Деньги мы вообще-то не готовы были в это инвестировать. По крайней мере, в таком объеме. То есть мы таких масштабов для проекта не видели в принципе. Я сказал Сереге, что это займет год времени и $500 000. Он сказал, не может быть, чтобы так много. И по времени, и по деньгам. Во сколько раз вы ошиблись по времени и по деньгам? Ну, примерно. По времени мы ошиблись от 6 до 12 раз. Мы рассчитывали полгода-год. По деньгам мы ошиблись... Раз в 30. Да, раз в 30. На сию секунду, если сделать фотографию проекта, как он выглядит сейчас, можете описать, что такое Sherp вот в 2019 году? Sherp в 2019 году – это транснациональная корпорация, это 4 компании в 4 странах. Это Канада, Россия, Украина, Кипр. Наверное, 5-я компания будет в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть она уже открыта, просто рынок большой. Это 2 завода, пока 2. Один в Санкт-Петербурге, другой в Киеве. Питерский завод работает только на Россию, киевский работает на весь остальной мир. Скажем, все больше и больше приобретает черты цивилизованной компании. Вот у нас новый SEO, который раньше до этого был SEO Mercedes-Benz. Я бы еще обратил внимание на конструкторское бюро, которое очень тяжело рождалось, которое находится в Киеве. Это, наверное, собственно, создание Sherp в том виде, который он сейчас есть, это самая большая боль, потому что мы ни с производством, ни с конструированием были не связаны. Это, ну, такая очень длительный, тяжелый процесс. То, что меня дико сейчас в этом проекте заводит и, не знаю, интригует, это путь идеи от какой-то безумной задумки, в которую никто не может поверить, до вот этой вот транснациональной корпорации. Почему у этого изобретателя получилось сделать то, что не получилось ни у кого в мире? Несмотря на то, что есть огромные корпорации, Mercedes, BMW, почему у него родилась эта идея, а не где-то в большом конструкторском бюро? Много вещей сошлось в одном месте. Алексей Гарагашьян, у него никогда не было денег. То есть от слова совсем, ну вообще. Он 12 лет прожил в селе, бог знает где там, хотя он коренной питерец. Покупал муку и пек хлеб, потому что так было дешевле, чем покупать хлеб. Ну, можете себе представить уровень бедности, да? Как он зарабатывал деньги вообще? Он на помойке из каких-то, на свалке из каких-то железок собирал какую-то машину. Сначала мотоцикл, потом машину. Ехал на какие-нибудь соревнования внедорожные и сразу их выигрывал. В 100% случаев. Create whatever. После этого учредители должны были менять формат соревнований, потому что никто не хотел ехать. Потому что все знали, если сюда приедет Гарагашьян, выиграет. Но сказать, что он гениальный механик, значит ничего не сказать. Он впихивает невпихуемое. То есть там, где вообще, не казалось бы, это невозможно. Все говорят, что это нельзя. Он просто берет и делает по одной простой причине. У него нет образования, он не знает, что это невозможно. Можете словами описать, что он придумал? Первое, что он придумал, как сделать машину такого плана без подвески, при этом, чтобы в ней было комфортно ездить. Вы сегодня ездили, комфортно было? Да. При этом в машине нет подвески. А как это? Вот он это придумал, как это сделать. Это запатентовано. Называется это пневмоциркуляционная подвеска. То есть, когда передними колесами вы налетаете на камень, все колеса сообщены толстыми шлангами в машине. Значит, передние сдуваются, задние надуваются, поэтому вас не подбрасывает. Сколько такого типа инноваций в Sherp? Десятки. Десятки. Подкачка выхлопными газами, вход спереди. То есть Гарагашьян не переделывал, его концепт это не переделанный автомобиль. Гарагашьян строил вездеход.
Правильно ли я понимаю, что человек, который создал эту идею или совокупность идей, он не мог, не думал, не хотел из этого сделать бизнес? Он не мог из этого сделать бизнес. Он и сейчас не может. У него другой взгляд на это. В его машине не было двери, например. Вот понимаете, что не было двери? Потому что он залазил в нее через окно, его это совершенно устраивало. Но мы же не могли продавать машину без двери. А он настаивал, чтобы двери не было, потому что теряется функция. С какой философией бизнеса вы входили в этот проект, который не было у... Я входил в этот проект, это все равно как, знаете, вот люди, которые увлечены всякой городской тусовкой, даже крупные бизнесмены, они делают для себя ресторан. А к ним гости приходят, им вообще все равно, он прибыль приносит или убыток. Лучше, если прибыль, конечно, да. Им важно, чтобы там вкусно было, чтобы там можно было собраться с друзьями, им важно, чтобы там, ну, люди говорили, это мой ресторан. Ну, в общем, какие-то такие рациональные совершенно вещи, да. Вот так я относился к бизнесу Sherp, я думаю, Серега тоже. Я переехал в Киев в 2013 году, как раз из-за проекта Sherp. Я даже не, честно говоря, даже не знал, что я перееду совсем. Мы же не думали, что посвятим этому столько лет. Мы себе нарисовали полгодика, за которые по-быстренькому сделаем эту машинку. Аутсорсинговое конструкторском бюро. Аутсорсинговое производство нам их будет производить. А мы будем на них ездить, продавать и тащиться от жизни. В итоге нам пришлось стать всеми конструкторами, технологами, маркетологами. То есть фактически проекту сейчас 6 лет? Или Да. 6 лет. Уже 7-й. Вот за эти 6 лет что побеждало больше? Логика, расчет, планирование или интуиция, чуйка, страсть, что угодно? На чем этот проект двигался вперед? Ну вот вы смотрите на меня, я могу сказать за себя, да? Я все пытался улучшить это, пытался улучшить этот мусорный бачок на 4 колесах. И самое ужасное, что когда мы начали его продавать, он стал у покупателей разваливаться. Объясню почему. Потому что самые умные, что мы будем производить? Мы понадеялись на аутсорсинг. Одним заказали одну деталь, другим другую, третьим третью. В результате, можете себе представить, какого качества это было, если мы теперь не делаем на аутсорсинге почти ничего. Сталь точно никакую, только пластик и так далее. Мы не используем украинскую сталь в принципе. Мы используем Европу как сырьевой придаток. Мы там покупаем сталь, алюминий, там фанеру и так далее, и так далее. Сталь, которая здесь продается, ее делают из ржавых кроватей, там переплавляют, пишут любой сертификат. Потом даешь ее кому-то обработать, ее обрабатывают как-то. В общем, мы вынуждены были построить завод и всему научиться. И научить людей, и поменять конструкцию, и поменять технологию, и поменять дизайн. А потом и сделать второй раз и третий раз. Можно ли сказать, что это путь стартапа? Ну, конечно, это путь стартапа. Можно ли сказать, что этот стартап получился сейчас? Я не знаю, что такое, что называется, получился стартап. Вот, например, Uber до сих пор убыточный. Да. Мы нет. Вы прибыльные? Да, мы прибыльные. Вы вернули инвестиции? Нет, это еще не скоро. Но вопрос. Если бы вы вошли в этот стартап, не имея большого финансового буфера, который обеспечивал основной бизнес, вы могли бы позволить себе такие маневры? Нет. Потому что в данном случае, вот если бы я описывал сейчас Sherp одним словом, пытаясь описать и машину, и бизнес, я бы использовал слово «алогичный». Проект, отрицающий логику и поэтому получившийся. Потому что многие люди, которые приходят на бизнес-конференции или смотрят влоги, они все просят одного: дайте алгоритм, который практически гарантированно приведет к успеху. Дайте правила. Никаких проблем, это франчайзинг. Но если ты хочешь делать что-то лучшее в мире, ты просто не имеешь права, никакого права повторять то, что делали другие. Мы сделали вездеход лучший в мире, и он по всем рейтингам лучший в мире. И это произошло именно потому, что Гарагашьян не знал правил, поэтому их не использовал. И мы не знали правил, поэтому их не использовали. Если возьмем сейчас эти 6 лет, самые большие неожиданности, препятствия, которые вам приходилось преодолевать? Первое. В Украине нет инженеров. Через наше конструкторское бюро прошло 200 или 250 человек. Осталось 3, которые, скажем так, когда приехал молодой парень еще учиться в университете из Швеции, он просто как бы походя показал такое, о чем они даже не слышали. Вот эти 3 лучших. Можно ли сказать, что слухи о нашем гениальном техническом образовании сильно преувеличены или... Нет, ну здесь просто нету технического образования, нету инженеров. Есть мастодонты, которые сидят в НИИ, которые сидят на кафедрах и так далее. Ты приходишь, говоришь, ну мне надо запроектировать редуктор. Они говорят, ну мне на это 2 года нужно, может быть уложимся в $1 миллион, ну и так далее. Да? А какой-нибудь буржуйский инженер садится за компьютер и через 40 минут готово.
Ну, собственно говоря, кто стал инженерами, молодыми инженерами? Те, кто по каким-то причинам родители не смогли уплатить, чтобы он стал прокурором или судьей, или депутатом, и так далее, и так далее. То есть те, которые уже никуда не могли пойти, пошли в инженеры. Что с этим делать? Вот если, например, есть новая компания, украинский стартап, украинское предприятие, которым нужны инженерные решения, какой бы вы им совет дали? Я не могу сказать, какой путь лучше, потому что у нас ни один путь сам по себе не был успешным. То есть только комбинация этих путей, и то я считаю, что наша R&D это разработка и, Да, and development, да, и development, да, дает 10% той отдачи, которую хотел, чтобы она давала. Просто база очень хорошая и техническая база, и база решений, которые уже есть, нужно просто их усовершенствовать. Совсем принципиально новое, очень сложно было его придумать. Сколько сейчас человек в КБ или в R&D у вас работает? Между 30 и 40, думаю. Скажите, вот они фактически работают только с инновациями. Только. Есть какой-то способ вдохновить их работать с инновациями, создать культуру инноваций? Что вы делаете для этого? 3 или 4 мы вдохновили, мы им платим очень много. Сколько? Не скажу. Хорошо. То есть они получают очень много, но они получают за результат. Вот сейчас это не совершившееся действие, которое я могу точно сказать, какое оно, да? Это тот путь, по которому мы идем. Они все больше и больше стремятся к результату и все больше и больше зарабатывают. А как можно оцифровать результат, если вы работаете в области неизвестного и непредсказуемого? Да, мы говорим, если ты сделаешь, например, вот из этой машины с такими-то параметрами, машину вот с такими-то параметрами, ты получишь столько-то денег. То есть фактически это такой инженерный челлендж, инженерный вызов. Да. Смотрите, наши инженеры идут по парадоксальному пути. Вернее, наше КБ, наше R&D. Они идут по совершенно парадоксальному пути. Они фактически сначала это делают руками, потом это ломают, если оно не поломалось, они его зарисовывают тогда и делают чертежи. Так быстрее, в разы быстрее, эффективнее в разы. То есть это фактически вот то, что в дизайн-мышлении описывается как максимальное прототипирование, да? Да. Хорошо, разобрались. Это первая преграда. Вторая преграда. Полное отсутствие аутсорсинга. 0. То есть качественный аутсорсинг по металлу не может обеспечить никто. То есть кто бы вам что ни говорил, как бы он ни клялся, как бы он ни божился, никто не может это обеспечить. Не существует ни сырьевой базы, ни культуры производства, ни желания что-либо делать, ни конкуренции. Ничего нету. Класс. Задам тогда такой вопрос. Почему вы в Киеве? Почему вы не в Ханты-Мансийске или не в Канаде? Мы пока в Киеве. Пока в Киеве. То есть есть шанс, что вы перенесете производство? Есть шанс, что мы его дублируем. А на каком рынке? Скорее всего, на южноамериканском. А почему Южная Америка? Потому что там запретительные ввозные пошлины на вездеходы. А вездеходы нужны? Да, но дело в том, что мы уже победили, то есть мы уже прошли тот этап, когда нам нужны аутсорсеры. Мы все делаем сами. Мы вынуждены были построить культурное производство с правильными машинами, с высокими зарплатами, с поставками сырья только из развитых стран. И вот все это вместе дало тот результат, который мы имеем. То есть мы продаем машины на американском рынке, это самый жесткий рынок на свете, и мы продаем их втрое дороже, чем стоят наши конкуренты американского или канадского производства. В 3 раза. В 4. А самая навороченная BRP с кондиционером, с крышей, сайд-бай-сайд стоит в Соединенных Штатах 27-29 тысяч долларов. Наша машина стоит там 119. Согласны ли вы с утверждением, с которым я несколько раз сталкивался, что Киев и Украина – это идеальная страна для того, чтобы строить пилоты? Для того, чтобы делать пилотные проекты, потому что ошибки относительно дешево? Я не могу сравнить, потому что я нигде не делал пилотные проекты, кроме как здесь. Здесь сделаешь гораздо больше ошибок, несомненно. Но да, я думаю, что ошибка будет дешевле, но в сумме я не уверен, потому что ты их здесь делаешь больше. В какой момент вы поняли, прочувствовали или осознали, что это из хобби-инвестмента превращается в серьезный транснациональный бизнес? Да, этот момент даже имеет дату, потому что... Сколько это лет назад было? Февраль 16-го. Ну, мы, как обычно, в феврале там пропадали где-то на Северных озерах, ловили из-под льда окуня на шерпах.
Ну, там нету связи, все выключено и так далее. И вот мы выезжаем оттуда из лесу, я включаю телефон, а у меня там все мессенджеры красные. То есть что случилось, что такое, там, туда. Оказывается, Топ Гир увидел наш ролик в интернете, там поузнавал, поразнюхивал. Назвал Шерп №1 вездеходом в мире. И тут началось. Мы дали интервью более чем 200 международным агентствам. Мы никого не звали, они все приезжали к нам. На этой лужайке я лично давал интервью, иногда в день по 3 штуки. TF1 France, CNN, BBC. Нас стали заваливать заявками, стали просто много писать. Это, в принципе, неописуемо, нерассказуемо, невоображуемо. Но для вас это был приятный сюрприз, неожиданность, или это был все-таки долгожданный результат? Нет, это точно не был ожидаемый результат, вообще ни капельки. А что вы чувствовали в этот момент? К тому моменту, когда ролик увидели, мы уже достигли того, что хотели. То есть нам уже было хорошо. Нам уже было хорошо. То есть у нас была производственная площадка, мы производили какое-то количество вездеходов, мы получили машины, которые нам нужны. После того, как мы решили двигаться на весь мир, стало только хуже. Нам лично по комфорту, потому что, скажем так, этот процесс шел за нами, да, то есть мы были локомотивами. А сейчас, я даже не знаю, мы уже просто бежим, чтобы не отстать. Есть две теории, как выбирать бизнес. Одна говорит о том, что ты просто должен делать то, что тебе нравится. А другая говорит о том, что нет, это вообще не важно, что тебе нравится. Иди туда, где есть большой рынок, где есть деньги, где есть тренд, и там у тебя получится большой бизнес. Как бы вы сейчас это прокомментировали? Лично я? Да. Ну, во-первых, у меня такой вопрос никогда не стоял. То есть всегда передо мной было больше бизнеса, чем я мог осуществить. То есть мне хотелось и то сделать, и вот это сделать, и вот это сделать, и вот это сделать. Другое дело, что я бы не делал это бесплатно. Ну, например, если бы я строил недвижимость, я бы не строил это, если бы там не было денег. Но Шерп вы же строили, хотя там не было денег на первый взгляд. На первый взгляд они там были. Мы так прикинули, что если мы там продадим 1000 шерпов, на каждом заработаем $20 тысяч, ну каких-то 20 миллионов можно заработать. Просто мы рассчитывали это сделать значительно быстрее. Какие можно взять советы, выводы с точки зрения математики неизвестного? Ведь инновация – это же всегда что-то непредсказуемое, по большому. Оскар Уайльд говорил, что если что-то новое не связано с риском, то это даже нельзя назвать идеей. Любая идея всегда будет связана с риском и всегда будет непредсказуемой. Я вам сейчас выложу 20 идей, вообще никак не связанных с риском. Уверяю вас, никак не связанных. Вопрос только в том, согласитесь ли вы осуществить то количество работы, которое там нужно сделать. И оцените ли вы результат достаточным для того количества работы, которое нужно сделать. Хорошо, но вот у вас был какой-то горизонт планирования. Сейчас какой горизонт планирования у Шерпа? Я даже не знаю, что это такое. Вот Ярослав знает. Ярослав, что такое горизонт планирования? Мы через 5 лет. Через 5 лет мы планируем, что наша компания будет отвечать стандартам IPO. Это культура, прозрачность, объем, выручка, ну и так далее. Причем эта цель появилась только с появлением Ярослава. Потому что Ярослав из современной информации менеджеров, ему нужна цель. Я никогда не работал с целью. А как вы работали? Расскажите, пожалуйста. Я всегда старался делать максимум из того, что могу. Я процитирую одного нашего клиента. Уже мы года 4 работали. И он сказал, ты знаешь, а ведь до того, как мы с вами познакомились, у нас никогда не было никакой стратегии. Мы даже о ней не говорили. Я просто приходил на работу, выбирал самую большую фигню и атаковал ее. Когда я ее побеждал, я смотрел по сторонам, выбирал новую большую фигню и атаковал ее. И так мы стали лидером рынка. То же самое, только мы атакуем не одну фигню, а в общем-то все эти годы мы атаковали все, что видели. А как все успеть? Никак, невозможно. При нашем способе действия успеть все невозможно. Мы родом из прошлого века. Точно. Поэтому с прошлого тысячелетия, скажем так. Поэтому нет, только системный менеджер может это продолжать, монет. Я предлагаю перейти внутрь, там комаров меньше. Как вы оцениваете степень допустимого и недопустимого риска? Интуитивно. Ну, плюс элементарный счет какой-то. Ну, то есть какой-то счет обязательно присутствует, но посчитать невозможно. Я так удивляюсь, когда вот
Ярослав садится и считает там прибыль за следующий квартал. То есть для меня это, это абсолютный нонсенс. Да, есть какие-то реперы, есть какие-то маяки, есть какие-то показатели, но для меня это совершенно бессмысленное действие. То есть я бы действовал иначе. Я бы старался сделать все, что могу, а в конце квартала посчитать, что получилось. Вот можно с учетом вашего опыта, вот сейчас в современном мире, где проходят точки радикального изменения качества жизни с точки зрения или общего, не знаю, капитала, или дохода в год, или возможности тратить в год? Как бы вы эту лесенку? Это же индивидуализировано. Я знаю людей, которые вообще не летают общественным транспортом. А есть люди, которые иначе к этому относятся. Но опять, есть люди, которые считают, что на такси ездить выгоднее, чем на своей машине, и это так, и так и делают. Но я так не делаю. То есть у каждого где-то свой потолок, уровень проходит. Я познакомился когда-то в Нью-Йорке с одним чудаком, который продал какую-то компанию свою, там получил какое-то количество сотен миллионов долларов. И он решил жить без собственности. У него есть только счет и кредитные карты. Если его приглашают на какую-то вечеринку, он идет, там, заходит, спускается вниз, там, на 5-й авеню, покупает костюм. Если он ему не нужен, оставляет его в гостинице. Ходит он в кроссовках, в джинсах и в майке. Там надо, зашел, майка грязная, он ее выбросил, зашел в супермаркет, купил другую, пошел дальше. Решил куда-то поехать. Говорит таксисту JFK, поехал к нам, полетел. Но и так он мне рассказывал про свою жизнь. Это мне страшно так интересно, очень запомнилось и очень эксайдинг, да. То есть он просто вообще легкий, как птица. Вы такой же или другой? Я другой, да. Вот если анализировать даже так очень поверхностно ваши ответы, то они очень часто нелинейные или парадоксальные, или контроверсийные. Почему так? Это ваш образ мышления, или вы философ, или... Сейчас под тебя подтащит слово «логичный», Влад. Да, почему так? Потому что логика существует только в вашем воображении. Потому что логика, есть объективная логика, но она опять становится субъективной, как только мы переходим какую-то грань. Да? То есть вот мы перешли, например, из евклидовой геометрии в геометрию Лобачевского, и вся наша логика что? Развалилась, как мыльный пузырь. То есть мы говорим, параллельные прямые никогда не сходятся, оказывается, здрасте, сходятся. Только бесконечно удаленные точки и так далее. Ничего нельзя утверждать наверняка. Я не могу дать кому-то рецепт успешного бизнеса. Можно кого-то предостеречь, где его обязательно ждет ошибка, таким образом сослужив ему очень плохую службу. Потому что он ничему не научится. Он просто будет знать, что там ошибка. Где-то я на днях вычитал. Над крысой проводят эксперимент. Ее сажают на площадку, из которой 4 трубы. И в одну из этих труб кладут кусочек сыра. В 4-ю. Крыса тычется в 1-ю, нету сыра. Во 2-ю нету сыра. В 3-ю нету сыра. В 4-ю, есть сыр. Эксперимент повторяют. Она тычется в 1-ю, нету. Во 2-ю нету. В 3-ю нету. В 4-ю есть сыр. В общем, очень быстро приходит к тому, что она уже ни в какие другие не лезет, лезет только в 4-ю. И в один прекрасный раз экспериментатор вместо 4-й трубы кладет сыр во 2-ю. Крыса тычется в 4-ю, нету. Она снова тычется в 4-ю, нету. Тогда она начинает искать, она тычется в 1-ю. Нету, во 2-ю есть. Человек поступает в основном иначе. 95% людей поступают иначе. Они считают, что сыр закончился насовсем. Перестают искать. Перестают искать. Весь мир на протяжении 100 лет был уверен, что подкачивать колеса выхлопными газами нельзя. Мы можем показать колеса, которому там 5 лет. Он такой же, только что с завода внутри. Все говорили, как же, его не отбалансируешь. Но у Шерпа такое большое колесо, соответственно, такая маленькая угловая скорость, никакая балансировка не нужна. Есть ли еще что-то, что бы вы хотели сказать про Шерп, про бизнес, про жизнь, а я у вас не спросил? Ничего не стоит на месте. 5 лет назад у нас был очень серьезный спор. Серега, я и еще один наш товарищ из Питера, который командует питерским производством. Он говорил, почему ты все время все меняешь? Производство только на что-то настроится, ты что-то меняешь. Я говорю, я меняю потому, что я не могу согласиться с тем, каким оно есть сейчас. И вот мы с Серегой на днях говорили, что было бы, если бы мы тогда не меняли. Уже бы не было ничего. И это очень тяжело менять. И это никто не хочет менять. И это то, что все время нужно делать. И еще, если среди ваших подписчиков есть инженеры, которые чувствуют себя в силах, молодые люди, от которых ничего, кроме элементарных знаний типа грамотности и английского, не требуется, только мотивация. Если они хотят, мы всегда таких ждем. А что они должны хотеть? Просто хотеть.
Но есть же люди, которые хотят, есть люди, которые не хотят. То есть лежать на диване – это не желание. Нам нужно делать бизнес в Таиланде, у нас нет человека. Нам нужно делать бизнес в Малайзии, у нас нет человека. Нам нужно делать бизнес там, у нас просто нет людей. Которые могут просто взять, сесть и полететь. Сесть и полететь, и сделать. И для него это будет такой социальный лифт, который никакому депутату не снился. Сочувствую HR, радуюсь за нас. Мне очень нравится, кстати, термин, который вы подобрали. Логичный. Потому что действительно логичный. То есть, конечно, это не чебуратор, это не мусорный бачок. То есть машина уже выглядит так, что за нее в Соединенных Штатах платят $119 тысяч. И тем не менее, это действительно логичный механизм. И, в общем-то, взрослые, серьезные мужики чувствуют себя внутри шерпа маленькими мальчиками. Меня зовут Сергей Самохвалов. Школьник Владимир Яковлевич. Создавай что угодно. Create whatever.